In 2025, the creator of the YouTube channel, Dima Mashevsky, published a video about exploring an abandoned wine factory. Earlier that day, a friend told him he had seen several people wearing long robes walking around the property. They didn't seem to be exploring the building. It looked as though they were there for a reason. Dima decided to find out what was really happening, but only minutes later, he would be running for his life. After meeting his friend, they headed straight to the abandoned wine factory. According to the eyewitness, the robed individuals had been seen there only a short time earlier, so the two explorers began carefully searching the property. Привет. Я снимаю, если что, сейчас уже. Да, хорошо. Выхожу с дачи, слышу какие-то звуки новинки, блядь. Думал, какая-то малышня балуется, типа, понял, троллета поля. Выхожу, иду по тропинке по вот этой вот. Ага. И вижу, кто-то стоит в мантии, какие-то, ну, я не вижу, какой-то силуэт. Так а где они? Вон там вот стояли? Вот там вот по тропинке, чтобы мы увидел. А сколько это минут назад было плюс-минус? Минут 20 где-то я тебе написал. Да, вы суть поняли, Кирилл только что, скорее всего, видел тут сектантов, и мы сейчас идем на их поиски. Если они тут остались, то мы сегодня, наверное, заснимем опять какого-то контента. Меня уже зовут стрёмно по этой тропинке ходить. Not long after, they spotted two unknown individuals. Both were wearing long robes. Instead of leaving the explorers, decided to quietly follow them, keeping their distance. The two figures stopped several times, looked around, changed direction, but they never seemed to realize they were being watched. Сейчас с Кирюхой идем. Вот, видите, вот эта вот заброшка уже виднеется. Что такое? Там сатанист идет. Я вижу. Стой, подожди. Давай вниз спустимся. Ай-яй-яй, я застрял. Давай, вниз, спускайся вниз. Да, там сектант идет. Тихо. Что такое? Тихо. Ого, их там двое. Бежим. У меня еще телефон очень жестко глючит из-за холода. Я не знаю, записывает там вообще или нет. Да, они куда-то туда зашли, видишь? Да, здесь вход на заброшку. Здесь второй ход на заброшку. Да, я их вижу. Вот. Короче, видишь? Они вон там вот. Вот, я их вижу. Вот, видите, они вон там, вот тут. Можно чуть-чуть. Видишь, они куда-то идут. Даже они. Я не знаю, скорее всего, они идут в главный корпус, там, где они всегда. Но я не знаю. Но видите, тут тоже какая-то заброшка. Я здесь, я не знаю, я их впервые вижу. Все, заходи, Сань. Можешь с тобой нажать? Да, они сюда идут, тихо. Да, они нас тут не увидят. Кирилл, они нас, возможно, заметили. Возьми камень на всякий случай. А нет, стой, они куда-то пошли. Eventually, the two figures entered one of the abandoned buildings. After waiting a few minutes, the explorers moved closer. Inside, they noticed a fire burning on the floor. Beside it stood a man wearing a robe. He appeared to be speaking or reciting something. Exactly what was taking place could not be confirmed. Hoping to get a better look, the explorers decided to circle the room from the opposite side. Видишь? Костер как будто горит. Там что-то горит в здании. Только давай вон там через тот задний вход зайдем. Да, там какой-то костер горит в здании. Это жесть. Смотри. Там что-то горит. Вот, видите? Подожди, давай вот тут заходи. Стой, там яма, мы там не пройдем. Ладно, пошли. Что ты едешь? Не знаю, здесь очень давно не был. Вот, ого! Там что-то горит. Ого, это жесть.
Мы сейчас идем, да, там сюда какой-то обряд сектантский, я вам отвечаю. Идем туда. Идем. Стой. Заедь. Подожди. Ты идем. Там что-то горит. Где второй? Я не знаю. Там второй должен быть. Видишь дверь? Ого. Видишь дверь? Давай в нее сейчас пойдем, зайдем, посмотрим ближе. Да не знаю. Смотрите. Это жизнь. Там что-то происходит. But the moment they reached the wall, an unknown man suddenly burst out from around the corner. He immediately charged toward the explorers. Fortunately, one of them managed to use pepper spray. It created just enough time to escape. Without looking back, they ran out of the factory as fast as they could. Мы хотим устал зайти. Хотим обойти? Да. Пошли. Тише. Держи! Двигаться надо, как-то выбежать. Блядь, давай камеру, срочно, короче. Срочно бежим отсюда. Побежали нахуй отсюда. Ты это все снимал? Это пиздец, я не знаю. Не, я новинку. Я тупо рванул от него, у меня перец. Слава богу, я перец с собой взял, если бы не перец, он бы меня, не знаю, он меня, блядь, бил. After that, they decided never to return to the abandoned wine factory. Who the robed individuals really were and what they were doing inside the building remains unknown. But one thing is certain. That day, the explorers came dangerously close to people they never expected to encounter. In 2021, the creator of the YouTube channel Zatirni Mird published a video about returning to an abandoned 3-story apartment building. During his previous visit, he believed he had witnessed several unexplained events. This time, he planned to investigate the building once again, but instead of finding answers, he would unexpectedly come face to face with people already living inside. Кто здесь? Кто здесь? From the outside, the building appeared completely abandoned. Broken windows, empty apartments, years of decay. As he searched one apartment after another, he noticed fresh footprints leading toward the upper floors. Someone had been there recently. The only question was whether they were still inside. Печально на самом деле на все это смотреть, потому что когда-то здесь кто-то жил. Так, свежие следы. Свежие следы. Значит, здесь кто-то недавно ходил. After checking the apartment where his previous investigation had taken place, he decided to explore the second stairwell. Everything was quiet until he suddenly heard movement, then voices. At first, he thought they might be coming from outside, but after stopping to listen, it became clear the voices were echoing from somewhere inside the building.
Кажется, оттуда я сверху слышал какие-то звуки. Carefully, he walked toward the voices. Then he called out. Almost instantly, someone answered. Behind a doorway stood several men. For a moment, neither side knew what to expect. Trying to avoid any confrontation, the creator introduced himself. The men explained they had been living inside the abandoned building. One of them had recently left the hospital. Another showed the small room where they kept warm. The tension quickly turned into a conversation. Кто здесь? Кто здесь? Кто? Вы живете, что ли, здесь? Да. Не, вы меня не бойтесь, я не причиню вам вред. Да, поводок снимать не надо, ладно? Почему? Не надо. Почему не надо? Зачем? У меня свой канал в интернете, на ютубе. Может, у нас ты приходил, что ли? Спрашивал. Нет, не я. Вы здесь живете, что ли? Временно, да. Бездомные? Нет. А почему живете здесь? Ну, некоторые трудности есть семейные. Все, понял. Я могу вам чем-нибудь помочь? Если есть сигарет, подай, пожалуйста. Сейчас дам. Сейчас, секунду. Забирай полностью пачку. Там вроде 2 штучек только не хватает. Не замерзли здесь? Нет. Печка тут. А сколько у вас? 3. 3? Все, понял, ты весь дрожишь прям. Ну, я после больницы, сука. А что случилось? Почему после больницы? У меня операция была, ногу пальцы обрезали. От мороза Все, понял. потеря боли. А можно посмотреть, как у вас там? Просто так, ради интереса. Только не снимай, а то они ругаться будут. Ругаться будут? Конечно. Почему? Ну, они спят уже. Они даже не знают об этом. Ну, более-менее тепло. Печка просто согревает, да? Если хочешь, пойдем со мной в магазин. Что-нибудь куплю вам поесть. Не,
Я, во-первых, не дойду, не спущусь сейчас. С ногой. Ну я понял, с ногой проблема. Ну давай я сам съезжу сейчас, что-нибудь куплю вам поесть. After leaving the building, the creator went to a nearby store. A short time later, he returned with food: tea, bread, crackers, marshmallows, canned food. Instead of continuing his investigation, he decided to help the people he had unexpectedly found inside. After saying goodbye, he quietly left the building. Давай, выходи. Там посмотри, я все купил, там печеньки, чай, тушенка, килька. А, единственное, сахар забыл. Из головы вылетело. Но там печенье много, зефир. Вот. Ладно. Давайте, не мерзните. Ты немножко можешь оставить. Денег, что ли? Нет, денег не оставлю, извини. Денег не оставлю. Спасибо, ты хоть скажешь? Спасибо, Ладно, давайте, не мерзните. As he walked away, he realized this investigation had turned out very differently than he expected. He entered the building, searching for answers about strange events. Instead, he discovered people trying to survive inside a place everyone else had forgotten. Sometimes the most unexpected encounters inside abandoned buildings aren't the ones people fear the most. They're the ones they never expected to find. In 2021, the creator of the YouTube channel Dark World returned to an abandoned kindergarten. Months earlier, he believed his camera had captured something inside the building. This time, he planned to spend the night investigating the location. But before he could even set up a single camera, he realized someone else was already inside. Все. Здорово, да. The investigation began like many others. Dark corridors, broken windows, empty classrooms. Only the sound of dripping water echoed through the building. Every few minutes, he stopped, listening, trying to decide whether the noises were coming from the building or from his own imagination. Several times, he thought someone was following him, but every time he searched the area, he found nothing. Непонятный совсем. Это... Ребят, я не понимаю, то ли я... Или мерещится мне кого-то, я слышу что-то. The deeper he explored, the stranger the building became. On the second floor, he discovered a large pentagram painted on the floor. It hadn't been there during his previous visit. Nearby, part of the room looked unexpectedly clean, as though someone had been there not long ago. Still, he continued looking for the best place to leave his cameras. Смотрите. Уже пентаграмма появилась, а тогда ее не было. Вызывали, что ли, тут кого тоже. Там как будто кто-то в этих вот досках есть. Ай. Ребята, вот вы слыхали, тут капель вот капает, на улице нету ни дождя, ни ничего, и тут все равно везде все капает. Это такие звуки создает.
Не знаю, как этот микрофон будет передавать или камеру, посмотрю. Но это прям со всех сторон. Прям, даже прислушаться нельзя, все везде. Отвлекает. Then he heard voices. At first, they were barely audible. He stopped, waited, listened again. This time there was no doubt. Someone was talking inside the building. The voices grew closer. Slowly, he followed the sound, not knowing who he was about to meet. Еще машина едет. Я не слышу, где это, с улицы или нет. Ребят, там кто-то есть. Там кто-то есть. И что делать? И что делать? Turning one last corner, he finally saw them. Several young men were standing inside the abandoned kindergarten. The creator immediately greeted them, trying to avoid any misunderstanding. He asked whether they had seen a missing kitten. The group said they hadn't. The conversation remains calm, but as he walked away, he noticed the men continuing to watch him. At that moment, he made his decision. The cameras would stay in his backpack. The investigation was over. Все. Ну, здорово, да. Здорово, здорово, парни. А вы здесь котенка не видали? Котенка не видали здесь? Котенка потерял. Да. Да просто убежала кошка, все, ну такая маленькая, еще, ну как маленькая. То есть, ну нормально, да, все? Хорош. Я только зашел. Значит, не видали, да? Ну ладно, давайте, парни, отдыхайте. Нет, парни, я не пью. Грубияны. Я, конечно, думал, с улицы будет. Видать, их прожектор ослепил, они камеру не видели, они думали, я с фонарем пришел. Я даже не мог сказать, что не был вообще к такому никогда готов. Так что, ребят, камеры я, значит, не буду расставлять сегодня. Вот так вот бывает на этих заброшках. Конечно, первый раз так увидал. Ну, вроде не агрессивные, но нагловатые какие-то. Так что, ребят, я, наверное, на этом... Вон пошли на Мешель смотреть. Да, вон смотрят.
отдыхает на заброшках по ночам. After leaving, he never carried out the investigation he had planned. Perhaps the people inside were simply using the abandoned building as a place to spend their evening. But one thing became clear. The strange sounds that first caught his attention were no longer the biggest mystery. It was discovering that while he believed he was exploring an abandoned building, someone else had been there the entire time. In 2021, the creators of the YouTube channels Slava Super and Ghost Bison published a video about exploring an abandoned bread factory. Before they arrived, friends warned them about something unexpected. The factory was no longer completely abandoned. Security had recently moved in, and according to those who had been there, they weren't alone. Guard dogs now patrolled the property. Even so, the explorers decided to go inside. They believed they could get in and out without being noticed. They were wrong. Шавка, 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 шавка. Тихо, не беги. Тихо, Слав, тихо, тихо. Climbing through the fence, they entered the factory. Everything looked abandoned. Empty buildings, broken windows, collapsed roofs. Nothing suggested anyone was still using the property. Even so, they continued moving carefully, stopping every few minutes to listen, watching every doorway, every corridor, every building, trying to avoid being seen. Короче, друзья, мы сейчас будем выходить через главное КПП, как мы это и любим, чтобы нарваться на охрану. Я надеюсь, нет. О, камера уже розовая мигает, значит 50%. Значит, там мало процентов? Нет, это 50. Иду, если ты пойдешь тоже. Давай посмотрим, если там собак не будет. For several minutes, nothing happened. The factory was silent. Then they heard something. A bark. Then another. Each one closer than the last. Within seconds, the entire factory echoed with barking. The explorers froze, trying to figure out where the sound was coming from. Then they saw them. Several guard dogs running straight toward them. Шавка, 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 шавка. Тихо, не беги. Тихо, Слав, тихо, тихо. Фу, блядь! Фу, блядь! Фу, нахуй! Фу, блядь! Фу, нахуй! Фу, блядь! Чё, блядь, за хуйня, нахуй? Уберите собак, пожалуйста! Мы не знаем, она открытая территория была, уберите собак! Мы не знаем, как пройти! Уберите собак, пожалуйста! Мы к вам идем, чтобы мы не знали, как выйти. Мы не знали, как выйти. Мы не знали, мы к вам и шли просто. Уберите собак, пожалуйста. Да мы не знали, как выйти. Мы не знали, мы искали выход. Просто. Мы просто выйти. Там, блин, дырка огромная. Там... There was nowhere to run. Moments later, a security guard appeared. The explorers immediately raised their hands, explaining they believed the factory had been abandoned. Again and again, they pleaded with the guard to hold back the dogs. For several long seconds, the animals continued circling, only a short distance away. Fortunately, the guard managed to call them back before anyone was injured. Извините за беспокойство, мы не думали, мы не знали. У меня руки трясутся. Мы в прошлом году еще здесь, сюда просто у территории ходили, на территорию не ходили, а тут я сейчас посмотрел по картам, везде пишут, что заброшено, никакой охраны. Не, ну тут почему? Тут охрана давно, тут вот... Realizing they had pushed their luck far enough, the explorers immediately left the property. What they expected to be another abandoned factory turned out to be an active, guarded site. And had the security arrived just a few seconds later, the outcome could have been very different. Что оно просто заброшено и все. Никто не говорит о собаках. Ну хорошо, извините за беспокойство. Да ничего, слава богу, все так нормально обошлось. Все, спасибо, до свидания. До свидания, ребята. Удачной работы вам, удачного рабочего дня. И вам тоже. Смотрите, не попадайте. Хорошо. До свидания. The explorers made it out without being injured, but one detail is easy to overlook. The dogs found them before they ever saw the guard. If they had gone just a little deeper into the factory, their first warning might not have been barking. It might have been too late. In 2018, the creator of the YouTube channel, Alexandra Kievska, published a video about exploring an abandoned architectural landmark.
According to the explorers, the building was still being guarded. Security regularly patrolled the area. Getting inside would already be difficult. Getting back out might prove even harder. Серый, у нас небольшие проблемы. Бать, я ж как чувствовал, блядь. Чё это у нас получается? Всё, блядь? Just before midnight, the explorers waited inside their car, watching the security guards, trying to predict their route. Only after finding the right moment did they finally enter the building. Inside, everything appeared abandoned. Broken windows, collapsed ceilings, dust covering every room. But knowing security could return at any moment, they never let their guard down. Просто знаю, ну точнее не знаю, догадываюсь, что здесь может кто-то быть. Я вот на самом деле одного не понимаю. Почему архитектурные памятники, точнее памятники архитектуры в таком ужасном состоянии? Ну вроде бы да, это заброшка, она прикольная, она классная. Но дело в том, что состояние ее все-таки оставляет желать за собой лучшего. Состояние очень убитое. Очень. Moving through the empty rooms, they heard constant noises, falling debris, wind passing through the broken windows. Several times they stopped to listen, wondering whether someone else was inside. Despite the sounds, they continued their exploration. Eventually, they discovered a hidden passage leading underground. Даже ничего нет. Это слева. Или с прохода. Ага. А ну тихо. Достань фонарь. Будем лучше светить. Ага. Пускай лучше нас здесь возьмут сейчас, чем мы будем бегать от кого-то. Стой, остановись. Мы с миром. Я не люблю говорить, что я ютубер и снимаю видео, но мы ютуберы, и мы снимаем видео. Если вы знаете, что такое ютуберы. Мы вот сейчас... The tunnel grew narrower with every meter. Soon, they had to crouch, then almost crawl. The deeper they went, the more confined the passage became. Finally, they reached what appeared to be the end. But when they turned around, something was wrong. The entrance behind them was no longer open. В такое место мы сейчас с вами, дорогие друзья, попали. Смотрим, что здесь. О, какой крутяк. Проход какой. Туды? Это типа с намеком на то, что я первая? Ну, пожалуй, у тебя же камера. Да, мне очень удобно. Так, ребята, путешествуйте вместе с нами сейчас по этим странным катакомбам, да. Фух. А тут все ниже и ниже. For a moment, they believed they had been locked inside. One possibility was that security had discovered their entry and closed the exit. Another was that the heavy door had simply shut on its own. Unable to confirm either explanation, they searched for another way out. Fortunately, they managed to escape through a different exit. Only after reaching their car did they realize how differently the night could have ended. Серый, у нас небольшие проблемы. Бать, я ж как чувствовал, блядь. Чё это у нас получается? Всё, блядь? Вот сейчас и смотри, по идее, налево. Все вижу. Решили пошутить, но мы все-таки оказались умнее. Ладно, нас там не ждали. Ладно, полезли, наверное. Да, полезли. Осталось только, чтобы за ногу кто-то схватил и потащил меня назад, как было бы в нормальном фильме ужасов. After leaving, they still couldn't say for certain why the entrance had closed. Perhaps security really had found them, or perhaps the old door simply closed on its own. But one thing was certain. If there hadn't been another exit, their night inside the abandoned building could have lasted much longer.